Доброго времени суток, мои любимые телезрители. Прошло 2 недели с тех пор, как я вернулся с отпуска. И что я вам хочу сказать, я по вам очень соскучился. И, естественно, соскучился по Happy Tree Friends Amnesia. А также спасибо вам за поддержку. У нас уже 2К подписчиков. Я очень этому рад. Нас все больше, и мы крепчаем. Всем за это огроменное спасибо. Буквально вчера, я записывал в воскресенье, если что, вышел трейлер 6-й Амнезии. Он хоть был короткий, но там столько, хочется сказать, прям очень много. Я его посмотрел раз 100 и разобрал просто покадрово, так что будет очень интересно. По старой доброй традиции, ваши комментарии я прочитаю в конце ролика. Погнали! Как я ванговал, действие будет происходить в каком-то городе. Если что, вы не хотели там переводить, что там написано, специально перевел для вас. Это висят преступники. Вы можете видеть одного, который слева. У него есть знак такой, типа солнышко, да? Я потом расскажу, что я об этом думаю. Но сейчас перейдем к тому, кто это такие. Это преступники, потому что у одного написано манипулятор, то есть мошенник. У второго написано продажный, то есть коррупционер. Он такой в костюмчике типа. И похититель детей. Там очень плохо видно, но я выкрутил максимально в фотошопе, так что это точно похититель детей. То есть это преступники. Поехали. И тут у меня возник маленький вопрос. Флиппи, по идее, ни с кем не сражался. Он как бы шел к своей цели, но у него идет кровь носа. Есть 2 варианта. Или это просто так. Нет, 3 варианта. Или это просто так, или он с кем-то сражался, или дает о себе знать ядерный удар в 4-й части, то есть у него развивается лучевая болезнь, что самое вероятно. Но если это так, это будет очень печально. Поехали дальше. Вот он такой поступью фигарит, будет разносить щи всем. И тут такие чувачки, как бы, да, я что-то не понял, почему у них глаза другие. То есть у всех глаза с белым там, да, и зрачки черные, а у них просто черные. Я не знаю, что это может значить, но это типа, может то, что текст дальше будет идти. Поставить все точки над «и». И, кстати, у нее зеленые сёпельки. Зеленые сёпельки почему-то. Дальше пойдет перевод. Я чуть-чуть неправильно перевел. Это не невиновный, а невиновные. По тексту дальше будет понятно. Они единственные, кого можно спасти. Так это пальба, перестрелка. Все остальные. И тут на военных кто-то нападает, которые в город въехали. Они обречены. И тут действие переносится, я так понимаю, в тюрьму. Что очень интересно, преступники не заражены. Запомните это, преступники вообще никто не заражен. Прятаться. А вот охранники, это полицейские, если что, они все заражены. И они готовы убивать. Это временно. Ну и вот, самое интересное, что вам, наверное, показалось, это релевант. Но как бы вернемся к тексту. Сейчас я вам зачитаю, и на экране у вас появится полный текст сообщения, которое имел в виду Себастьян. Невиновные, они единственные, кого можно спасти. Все остальные, они обречены. Прятаться. Это временно. Это еще одна отсылка к описанию самого канала, и то есть к самой Амнезии. Если вы помните, в описании канала у него написано: «Судный день настал, и каяться уже поздно. Невиновные перестанут быть жертвами и погубят грешников». Я уже давно топлю за эту теорию, и что я вам скажу? В скором времени выйдет ролик, который объяснит сюжет и вообще, что происходит в этой вселенной. Почему одни заражаются, почему другие не заражаются.
а также что имел автор. Но по моему мнению, естественно. Ну, за что он топит, то есть я не знаю, что он в конце концов решит, но я объясню, почему вообще, что происходит и почему кто против кого воюет. И переходим к релеванту. В общем-то, релевант. Наконец нам его нормально показали. Сразу скажу, кто он. Это бандит, точнее, главарь бандитов. Мое предположение, что он не зараженный, так как у него глаза не красные и как бы не текут. Второе. Ему изменили дизайн. В прошлый раз, когда нам показали его в Амнезии 5, у него не было вот этого солнышка. Ну или не знаю, какой-то знак, короче. Так вот, я подумал, а что это, собственно, за знак и зачем он нужен? Помните, Себастьян выставлял у себя на канале голосовалку, где он предлагал или Амнезия 6, или короткий фильм Resistance. То есть, релевант, это сугубо мое мнение, можете особо не судить, но я так думаю, это главарь банды Resistance. И то есть, Себастьян хотел сначала рассказать про эту банду, а потом уже с помощью этого короткого ролика вести этого персонажа. Но так как все проголосовали за 6-ю Амнезию, флешбэк и объяснение, кто это и что это, будет после 6-й Амнезии. То есть, примерно, скорее всего, или в конце этого года, или в начале следующего. А так, что можно сказать сейчас? Ну, по крайней мере, он умеет говорить. На фоне видно, что они, скорее всего, штурмуют там, где происходит действие, эту тюрьму. Он воюет с бандой, у него 2 ствола, и рядом у него чувачки с автоматом. А еще очень-очень-очень важный момент. А теперь представьте, релевант, он не генерал Хебы, потому что, вероятнее всего, он не заражен, он бандит, значит, плохой, а значит, он может сражаться так против зараженных и против военных, то есть он как бандюган сам за себя чисто. И вот это очень классный момент. Сразу я такой подумал, что это происходит, зачем? Я понял, что это ударная волна от оружия Мишки-дискаря, то есть диско-мишки. Сейчас я вставлю фрагмент. Да, это его оружие, и скорее всего он будет сражаться с Флиппи. Поняли? Потому что это мачете Флиппи 100%. Только вопрос, как он выдержит этот акустический удар, не очень интересно. Но уже завязочка неплохая. Ну вот, собственно, Флиппи в рейдж моде. Насчет Хебы, я до сих пор не могу понять, что он сидит-то. Что он сидит-то на троне своем? Зачем? Момент. Флиппи не только с зараженными сражается. Сейчас он завалил военного на Хаммере. И судя по всему, по нему сейчас тоже стреляют военные с Хаммера. И почему он против всех сейчас воюет, я понять не могу. То есть, он воюет против всех, но у него цель, я так понимаю, Хеба. И он валит, короче, сейчас прям не по-детски. Ну, как я говорил, Мишка и Рассел. То есть, я не могу понять, то есть тут фишка в чем будет? С Мишкой, диско-мишкой, скорее всего, он будет воевать 100%. С Расселом, я не знаю, почему Рассел еще вылез с воды, но предположительно, мне кажется, он не будет с Расселом сражаться. Рассел будет эпизодически показан, скорее всего. Тут уже начинается такая замес мощнейший, то есть тут будет, скорее всего, 3 или 4, даже может место действия. Скорее всего, первое место действия это будет тюрьма, второе место Флиппи против диско-мишки, третье место это что-то с Расселом, и четвертое вот это. Эпизодически покажут, почему Хеба вырвало сердце. Но я предполагаю, ну, точнее не предполагаю, у меня есть теория небольшая, что следующим, кто будет нести волю Хебы, это будет Флиппи. Неожиданно, да? Мне кажется, Флиппи самое больше к этому подходит. То есть он может и победить Хебу, но как бы он будет за зараженных. И в дальнейшем.
как я и говорил, я выпущу видео и объясню, почему я так думаю. И следующее. Вот это. Когда я увидел вот этого чувака, сейчас, секундочку. Когда я увидел наконец-то нормально вот это вот существо, я сразу все понял. Ну, то есть, это не факт, что это правда, но у меня есть одна небольшая хорошая теория. Да, трейлер ждет минуту, а я тренжу 10. Это ничего страшного, ребятки, потому что это просто офигенный трейлер, и, скорее всего, серия будет просто бомбическая. Так вот, это, по сути своей, или смерть, или ангел смерти, или божественная сущность именно с рая. Почему я так подумал? Потому что этот персонаж мне напомнил, сейчас будет на экране, персонажа с такого аниме под названием Drifters. Вот, если вы его смотрели, а если не смотрели, я вам расскажу. А смысл в чем? Сюжет я вдаваться не буду, но там главный протагонист, то есть злодей, непонятно кто, его сущность не раскрывают. Сейчас он покажется справа. Вот, но смысл в чем? По описанию, по виду и по его способностям он похож на одного божественного человека, скажем так, бога. Вот. И по сюжету он разочаровался в людях и решил отомстить им, создав армию нежити. Точнее, не нежити, а, как сказать получше, угнетенных. То есть там в аниме были там всякие орки, там гномы, там всякое типа отребье, которое было рабами у людей. Так вот, он решил их обучить войне, обучить сражаться и противостоять людям, так как люди стали настолько офигевшими, что их надо было покарать. Мне кажется, что вот этот персонаж очень схож по мотивам и по сущности как аниме Drifters. Я выпущу ролик именно вот по этой теме, по сюжету и по общему смыслу. Так что ждите. А на этом как бы ролик, точнее обзор заканчивается, и мы сейчас будем переходить к комментариям. Вот так вот. Happy Tree Friends Amnesia 6. Ждем в ноябре, но мне кажется, как обычно, Себастьян чуть-чуть задержится и будет, в начале декабря. Или конец ноября, или начало декабря. Вот так, так что переходим в комментарии. Поехали. Нерегинс пишет. Как ты думаешь, если Флиппи встретится с Кроу-Мармотом, он будет с ним сражаться? Если да, то кто будет сильнее? Ну, мне кажется, он не будет с ним сражаться, это раз. Хотя, вероятно, что будет. Но не факт. А кто сильнее, я скажу так, смотри. Физически сильнее Кроу-Мармот. Но Флиппи, он опытный, он боец и он военный. И он может пользоваться огнестрельным и холодным оружием. Так что шансы равны, но так как Флиппи фаворит, скорее всего Флиппи. Дальше. Dark Shadow пишет, кстати, насчет коричневого медведя и зеленого енота. Возможно, зараженная услышала ихнее дыхание. Насчет телепатии это было не только у Ксебы и Рассела, было еще у Мима. Ведь он уже знал, что военные будут нападать и уже поставил оборону. И что серия может быть, что пещерный человек, Кроу-Мармот нападет на лабораторию и освободит 2 секретных персонажа из 5.5. Надеюсь, попаду в видео. Чувак, ты попал в видео. Давайте по порядку. Первое относится к разбору Hide and Seek. Услышала их дыхание, но если он стоял за дверью, может быть, но не за стеной. Маловероятно. Скорее всего, какое-то чутье. Еще у Мима было, потому что он знал, что военные будут нападать. Ну, мне просто кажется, это была засада обычная, типа, кто-то доложил, кто-то увидел. Ну, мне кажется, вертолеты слышно было бы, или там танки, так что навряд ли у Мима будет телепатия. Но у меня про Мима появилась другая догадка, но это потом. Дальше. И в что серии может быть пещерный человек нападет на лабораторию и освободит 2 секретных персонажа. Как я уже говорил, навряд ли Кроу-Мармот попадет в 6-ю серию. Так что, а вот насчет освобождения, очень интересная теория, мне нравится. Но, скорее всего, эти 2 секретных персонажа будут сражаться за армию. Поехали дальше. Троллзор пишет. Как по мне кажется, что простой мультик ХТФ, он уже умер. И мне кажется, что Себастьян как-то общается с Mondo Media, создателями регионального мульта. Такое чувство, что хотят вернуть этот мульт, чтобы он как-то прохайпился. И Эдвард ему отвечает, сейчас
он на данный момент никак не хайпит, но надеюсь, что это будет по большей степени проблемой, мультсериал, возможно, вернется, если уже создатель совесть откликнется. Насчет того, что он общается с Mondo Media, я сильно сомневаюсь. И то, что они хотят возродить сам сериал, я тоже очень сильно сомневаюсь. Он закрылся 5 лет назад, так что в 2016 году. Маловероятно. Маловероятно, но фэндом как бы остался. Он как бы помнит. Поехали дальше. Арсений Айвазов пишет: я придумал новую рубрику «Ты будешь брать двух перцев» из ХТФ Амнезии и сравнить их критерии, узнавая, кто сильнее. Например, Диско Медведь против Рассела. Вариант неплохой, но чуть попозже, когда мы разберем большинство персонажей и можем их, в принципе, столкнуть по всем характеристикам. Поехали дальше. И Фельдшер пишет опять же про создание статей по ХТФ и ХТФ Амнезия именно в аниме Character Fighter. Лучше делать отдельно их, так как это все же разные вселенные от разных авторов, да и персонажи этих двух вселенных отличаются интеллектом и характером. И в ХТФ Музее есть персонажи, которые нет в ХТФ. Но если хочешь, можешь сделать эти вселенные общими. Но я же все порекомендую сделать их отдельно. А насчет участников я сам знаю... не знаю, у кого спрашивать. Что я тебе скажу? Времени у меня совсем в обрез. Так что пока я не планирую в ближайший месяц заниматься этой работой. Но почему я сказал создать вселенную совместно? Так как если ты почитывал там всякие там статейки на этом сайте, то ты мог видеть, что там, например, есть Marvel, есть DC, и у них есть разные вселенные, то есть там Земля 999 и так далее. То есть это, в принципе, можно объединить, но некогда пока этим заниматься. Ну, как говорится, на этом все. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, бейте в огроменный колокол. А сейчас я со всеми прощаюсь. Всем пока-пока. Beep 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 beep.